Внешность дается человеку не любая, не по наследственным признакам родителей, а определенная и предназначенная для конкретных целей воспитания. Все должно служить делу развития души, в том числе и внешность. Желая ускорить данный процесс, высшие учитывают мельчайшие детали воспитания человека, но он по причине своего невежества и недопонимания многих сторон развития не всегда реагирует нужным образом на воспитательные моменты своей жизни, поэтому он даже не подозревает, какое огромное воспитательное значение оказывает на его душу собственная внешность. Ее он расценивает как способ понравиться кому-либо или быть приятным для других, не отталкивать людей своим видом. Но внешность таит в себе гораздо больше, чем он подозревает. Она используется высшими для различных целей воспитания души человека. По своему внешнему виду люди делятся на красивых и некрасивых. К последним относятся люди со средней внешностью, уродливые и отталкивающие. Красивая внешность имеет 4 аспекта воспитания. Одним она дается как стимул, вторым как поощрение, душам несколько неуверенным в себе как испытание, четвертым как образец совершенства. Между развитием души и внешней формы существует определенная закономерная зависимость. Чем выше уровень, а значит совершеннее душа, тем прекраснее или приятнее внешняя форма. Эта закономерность особенно хорошо проявляется в высоких тонких мирах. Поэтому высшие, находящиеся в тонком плане, все очень красивы. Даже сути из отрицательной системы, достигшие высоких уровней развития, тоже очень красивы. Они поражают своей особой, холодной красотой. В то же время сути из низких миров этой же отрицательной системы ужасны, омерзительны, производят отталкивающее впечатление и способны вызвать у нормальных людей одним своим видом страх и отвращение. Красота имеет тенденцию прогрессировать вместе с душами, совершенствующимися по уровням материи и энергиям, так как совершенству присуща гармония, то есть особое построение энергии и всего, что создается на их основе. При этом гармония присуща как положительному направлению развития, так и отрицательному, высокому уровню. Если говорить только о человеке, то многим душам красота дается с целью поддержания их внутреннего духа, как стимул для прогресса души. В трудные минуты или дни полного одиночества и неудач красивая внешность дает человеку уверенность в себе и внутреннюю силу, помогает не сгибаться и твердой поступью идти сквозь невзгоды и неурядицы жизни. Человеку бывает достаточно посмотреть на себя в зеркало, и он после очередного удара судьбы вновь обретает силы и желание бороться и идти по жизни дальше. В противовес этому некрасивый видит в зеркале неприятную для него физиономию, и настроение у него портится. Он недоволен собой, недоволен жизнью, мир становится отвратительным, ему ничего не хочется, не учиться чему-то, не бороться за себя, теряется интерес к жизни. Но высшие учителя призывают: люби себя любого. Другие вас могут не любить, но вы любите. Любовь позволяет смотреть на себя оптимистично, придает силы, помогает бороться с невзгодами. Это ваш внутренний стержень на определенных стадиях развития. Красота дается как поощрение. Если человек в прошлом вел себя достойно или совершил какой-то благородный, высоконравственный поступок, его могут поощрить красивым внешним видом в последующей жизни. Красота как поощрение дается душам, которые вели праведный образ жизни в прошлом, наработали много прекрасных духовных качеств. Они сами тонко чувствуют красоту, и поэтому быть самим некрасивыми для них уже служит наказанием. К тому же внутреннее гармоничное построение души уже само требует соответствующей гармоничной внешней формы. Человеку всегда приятно ощущать себя на высоте, видеть свое внешнее превосходство. Внутренняя гармония при этом может быть еще недостаточно отработанной, но внешняя помогает развиваться и внутреннему, доводя его до совершенства. Некоторым душам красота дается в качестве испытания их нравственных качеств. Допустим, в прошлых воплощениях чьи-то души находились в некрасивых формах, проще говоря, были страшными, непривлекательными, поэтому и противоположный пол не обращал на них внимания. А это говорит о том, что у данных душ не было особых искушений. В таких обстоятельствах люди ведут себя определенным образом, в основном уравновешенно, но только некоторые ситуации позволяют выявлять в человеке недоработки в каких-то качествах. Поэтому для проверки такой душе дают в следующей жизни красивую внешнюю форму и наблюдают, как она поведет себя дальше, в какую сторону будет совершать выбор. Став красивой и начав получать больше знаков внимания со стороны противоположного пола,
Такая душа может удариться в разврат, в частную смену партнеров под тем предлогом, что раз кто-то не хочет подчиняться ей, выполнять ее прихоти, капризы, то может уходить, а она всегда найдет себе другого. То есть некрасивый человек всеми силами держится за своего партнера, так как ему сложно найти того, кто бы его полюбил. А красивый уверен, что благодаря личной красоте найдет взамен 1000 других. Подобное поведение свидетельствует о том, что душа не выдержала испытания красотой. Ей теперь будут составлять программы, с помощью которых постараются ликвидировать все недоработки в ее характере, во взглядах, на взаимоотношения мужчин и женщин, а также на себя. Высшим прекрасно видно, как вела себя душа в прошлом воплощении, будучи некрасивой, и как ведет себя в настоящей жизни, будучи красивой. Куда исчезли прошлая скромность и благочестивость поступков, откуда взялись развязность, гордыня, надменность. Это все может появиться в человеке вместе с красотой. Сравнение прошлого и настоящего позволяет выявить все возникшие недочеты в характере человека, чтобы заняться их исправлением через механизм кармы. Но не всякая душа проходит испытание красотой, так как этот опыт чаще порождает негатив, чем позитив. И поэтому высшие зря не искушают человека, чтобы не тратиться затем на корректировку его характера. Чаще всего у некоторых душ от внешней красоты развиваются эгоизм, гордыня, самолюбие. Человек начинает необоснованно завышать все свои показатели. И лишь немногие правильно расценивают свои внешние данные, понимая, что это все временно, и только душевные качества остаются вечными. Поэтому они, уделяя должное внимание поддержанию собственной красоты, основной упор делают на развитие внутренних качеств, то есть совершенствование души. Они и саму внешнюю красоту используют для прогрессирования внутренних положительных качеств. При таком подходе к своим внешним данным человек развивается гармонично, и по Чехову в нем все становится прекрасно, и душа, и тело, и мысли. Это правильное использование своих внешних данных для развития и раскрытия внутренних способностей. Но когда красотой начинают спекулировать или торговать, будь то проституция, стриптиз, съемка в обнаженном виде для журналов, выставление на показ за деньги своего разукрашенного тела, это уже потеря душой нравственных устоев, если они, конечно, имелись у нее до этого. Так душа может стать на путь деградации, если никаких моральных принципов у нее еще не было наработано. Так что свою красоту человек может использовать как во благо, так и во вред себе и другим, когда ею кого-то совращают и развращают. Как для прогресса, так и для регресса, все зависит от его выбора. Но когда люди выбирают не те пути, деградацию или отрицательную дорогу, их обязательно поправят через определенные лишения и трудности в настоящей жизни, а также и в последующей через кармические отработки. Красота как образец совершенства дается обычно развитым и высокоморальным душам. Это могут быть красивые ученые, конструкторы, архитекторы, художники, врачи, политики и так далее. Они достигли высокого профессионализма, поведение их отличается сдержанностью, дипломатичностью, на первом месте у них работа и семья. Они никогда не поддаются на провокационные веяния моды в одежде, в отношениях между мужчиной и женщиной и во всем прочем. Глобально ошибаться им не дает их высокая нравственность, наработанная в прошлых жизнях, а также целеустремленность в работе. Нравственность позволяет им тонко чувствовать отклонения от высших норм в любых сферах жизни. Наличие совершенных качеств внутри их души позволяет им всегда и во всем придерживаться золотой середины, избегать любых крайностей, и поэтому в них чувствуется сильный и спокойный дух. Такие люди являются образцами совершенства для других, объектами подражания для низких и средних уровней. Всякая низкая душонка должна видеть, что можно быть красивым, умным, порядочным и скромным, ибо суть жизни заключается не в том, чтобы быть знаменитым и всеми узнаваемым, а в добросовестном отношении к своей работе, собственной семье и к любым людям, с которыми они соприкасаются. Но подобные человеческие образцы ввиду их высокого уровня остаются незамечаемы многими низкими уровнями. Поэтому для последних посылаются образцы совершенства более низких уровней в виде футболистов, гонщиков, артистов, спортсменов и прочих. Но в любом случае все знаменитости тоже являются образцами для подражания других. А мы знаем, что подражание – это форма развития для низких индивидов. Теперь обратимся к категории некрасивых людей. Люди со средней внешностью – это не красавцы, и их в человеческом обществе большинство. Они не имеют ничего такого во внешнем облике, что позволяло бы им выделяться среди таких же стандартных и малоинтересных внешне индивидов.
Они не являются адептами красоты, и она не имеет для них первостепенного значения. У них существует собственная категория ценностей, по которой они ценят других, а следовательно и себя. Для некоторых из них больше всего в человеке важны деловые качества. Для других – веселый, жизнерадостный характер, для третьих – доброта, щедрость, для четвертых – ум или деловые качества и так далее. Таких черт, за которые средний человек может ценить других, бесчисленное множество. Фактически такой средний человек учится оценивать другого по наработанным его душой качествам, то есть по его развитию, и ориентируется на те результаты, которых достигает при этом его душа. И это правильно. Подобные люди со средней внешностью, не придавая ей особого значения в себе, также не обращают внимания и на внешность окружающих. Они учатся уважать их за другое, а именно за внутренние качества. Это положительно для них самих еще и в том плане, что обычно все то, что человек ценит в других, является ориентиром для его собственного развития и того, к чему он стремится сам. Однако, несмотря на то, что красота не является для них предметом пристального внимания и поклонения, некоторые из них умеют серенькую невзрачную внешность превращать в нечто солидное, почтенное, внушительное именно за счет своих внутренних качеств. Такие люди личной жизнью и преуспеванием в ней доказывают, что не обязательно быть красивым, чтобы на тебя обращали внимание. Достаточно выставить наружу определенные внутренние качества. Например, ум, рассудительность, доброту, честность, чтобы превратиться в обаятельного человека, с которым всем приятно общаться. Это уже совершенно другое отношение к своей и чужой внешности, другая точка зрения на внешность человека. Таким людям красота не нужна для самоутверждения в жизни, а поэтому она им и не дается. В их жизни главное другое. Бывает же, что многим до понятия красоты надо еще дорасти, но это будет уже даваться им по их выбору в будущем. Чаще всего это молодые души, пришедшие из мира животных или из параллельных миров. Они могут походить на свои предыдущие формы, так как их память сохраняет те черты, к которым они привыкли за прошлое воплощение, и их сознание будет подстраивать какое-то время, до 3-5 реинкарнаций, свою новую форму под старую. Поэтому мы видим, что один человек с молодой душой похож на лошадь, другой – на собаку, третий – на быка, четвертый – на медведя. Их душа еще не понимает гармонии и красоты, поэтому не нуждается в ней. К тому же их низкие энергии не позволяют им формироваться гармонично внешне, так как память прошлого постоянно пытается новую форму подстроить под старую. По этой причине у них наблюдаются порой грубые черты лица, угловатая, несоразмерная фигура, по которым в них сразу же угадываются души бывших животных. В их внешности идет постоянно борьба между гармонией и дисгармонией, между предшествующей и настоящей формой. В категории средних и некрасивых людей также часто воплощаются души, которым требуется выработать качество независимости от своих внешних данных для сосредоточения их полностью на своем внутреннем мире. Душа должна понимать, что независимо от внешних данных, она обязана быть высокоработоспособной и уметь достигать высоких результатов в поставленных задачах, полностью полагаясь не на обворожительную внешность, а на собственные внутренние силы. В итоге такие души через ряд воплощений приходят к образцу совершенства. Это в основном кармические души. Одни воплощаются в некрасивых людей за большие провинности, жестокость, греховность, после чего могут быть раскодированы. Другие не раскодируются, а мучаясь в такой неблаговидной форме, отдают какие-то энергетические долги и затем вновь начинают развиваться. Через страдания души идет воспитание и производство определенных типов энергии, компенсирующих прошлые энергетические недоработки человека в жизни. Побывав в уродливом или дефектном теле, душа укрощается, у нее исчезает вредный нрав, уходят строптивость и многие другие низкие качества. Но бывает и наоборот. Человек в уродливом теле может обозлиться еще больше на жизнь, он начинает ненавидеть всех окружающих людей, в нем кипит злоба, а в душе продолжается наработка отрицательных качеств – мстительности, ненависти, агрессии. Поэтому такая душа в итоге переходит в отрицательную систему развития. То есть эта душа не выдержала данного ею испытания. Таким образом, внешность помогает душам развиваться в разных качествах. Регулируя в течение множества воплощений внешность человека, высшие учителя используют ее для наработки душой тех либо иных качеств характера.
Человек же должен помнить, что любая внешность является временной, дается только на одну жизнь. Поэтому не надо гордиться, когда ты красив среди посредственности, но не стоит огорчаться, когда ты являешься сам посредственностью. Все проходит. Нельзя смеяться над некрасивыми и дурнушками, так как у них одна задача – прийти к совершенству. К тому же надо помнить, что в следующем воплощении вы можете поменяться с ними местами, и вас опять могут свести вместе с теми, над кем вы смеялись, для проверки ваших внутренних качеств. Нужно использовать свои внешние данные для раскрытия личных внутренних талантов, для ускорения продвижения души по пути прогресса, познания нового и борьбы со своими недостатками. Красота открывает двери и в души людей, и во многие учебные и производственные заведения. Но надо этот ключик умело использовать, чтобы однажды он не открыл дверь, за которой начинается дорога в отрицательную систему. Внешняя красота человека обязательно должна перейти во внутреннюю. Главное – это наработать замечательные качества души, а это набор определенных типов энергий, высоких и прекрасных, и тогда однажды человек сам станет прекрасен, как цветок, или засветится, как ослепительная звезда.